Союз художников — это работа новая. Насколько я понимаю, она первый раз, появилась именно вот на последнем Киберфесте, или все таки у нее есть какие-то предшественники? У нее нет предшественников, но у нее есть некое продолжение. Ну, вот она была показана на Киберфесте и вот потом в National Arts Club в Нью-Йорке. То есть я уже изначально делала ее из соображений продолжения, то есть союз художников это некие роботы, которые с разных точек зрения камерами снимают некий объект, это может быть все что угодно, или там какие-то архитектурные, ну, куда камеру направишь, то они и рисуют. А потом мне было интересно, то есть мы сделали, и он генерирует некие рисунки, которые роликом отматываются там, на метры. Очень интересный был проект в Нью-Йорке с детьми, когда им раздавали кусочек вот этого вот нарисованного робота, и дальше они это раскрашивали. Потом в мои планы входит, я сделала энное количество акварелей, когда это печатается это переводится на акварельную бумагу, а дальше делается совершенно отдельное произведение. Изначальная идея Союза художников была навеяна выставкой в Гугенхайме, по-моему, в Гугенхайме это было, хотя я не уверена, но, ну, когда, по-моему, это были дадаисты, которые рисовали писали натюрморт с разных точек, то есть это был один натюрморт, а 3 человека сидели под разным углом. Вот. И вот как-то мне это запомнилось. Это, конечно, обычная академическая практика, так или иначе, ставится натюрморт, дальше студенты или кто-то еще, значит. Ну, вот такой союз художников. В общем, это довольно юмористическое произведение, но вот будем надеяться, что оно перерастет в нечто большее. А, собственно, может им и остаться, а дальше будет некий следующий этап развития. Интересно, вот в феврале этого года я была в Tate Britain, и нам показывали ну, как бы полукомпьютерные произведения, начиная с 70-го года. То есть это произведение, которое сделал компьютер по тем или иным профилям, то есть, допустим, там какой-то алгоритм был написан, и дальше доработан художником. Или наоборот. Вот, то есть есть целая коллекция. Ну, тут фактически то же самое. В работе используются, мольберты, да? Это мольберты современные, или, там были, например, там мольберты из, не знаю, там советских времен собраны? Вот. Там используют скорее планшеты вручную сделанные из фанеры просто. Мольберты там не используются. А так художественно они выглядят, потому что человек, который их сбивал, один из наших сотрудников Витя, он решил их раскрасить. Поэтому они выглядят мольбертами. А дальше на них уже были установлены конструкции с камерами, ну, соответственно, с механизмом, которому можно дать карандаш, и он, значит, по определенному алгоритму рисует то, что он видит этой камерой. Ну, а дальше уже совершенно не имеющие никакого отношения, но производящее впечатление на зрителя глазки, которые механические, которые как бы следят за объектом. Между собой камера и глазки ничего общего не имеют. Но общее впечатление, что имеет. Работа, собственно, выставлялась в атриуме, Академии Штиглица, где буквально в 2 шагах, собственно, тот же самый атриум рисовали студенты Академии. Это изначально, такова была такая идея, то есть поместить эту работу в такой социальный контекст? Или это получилось скорее такое, спонтанное для вас взаимодействие? Вообще тема академии, вот самого места в этой работе, она насколько для вас важна? Никак не важна, но ваш вопрос говорит о том, что ваши собственные ассоциации, они в отношении этой работы уже собрали какой-то определенный мир академического рисунка или живописи. То есть у вас уже создался свой собственный образ. Работа не предполагает, она может быть выставлена на улице, где угодно. Ну, я, безусловно, обращал внимание, поскольку сами студенты и даже, насколько я помню, преподаватель кафедры рисунка, они затем забрали эти
скажем так, то, что было создано, скажем так, вот этой роботизированной технологии, да, эти рисунки. То есть она вызвала очень такой очень живой, скажем так, интерес на выставке. То есть, и ведь это довольно сложно в академии, да, в принципе, сложно очень, вот, выставив что-то в классической институции, вызвать у нее какие-то эмоции. Вот, с вашей точки зрения, вот это вот почему так получилось? Ну, это на самом деле довольно огорчительно, потому что мне кажется, что обучение как надо, вот роботы в данном случае транслировали идею как надо. То есть я считаю, что вот, например, Эрмитажный кружок, когда учат детей как надо, он совершенно губит людей. Вот как надо — это зло. То есть можно обучить человека там, или рассказать, как, что было, а вот как надо — это неправильно. Так вот, роботы делали как надо.